Конечно, все вы в детстве любили сказки и наверняка читаете их своим детям. И правильно делаете. Но если мы посмотрим на сказки незамутненным детской ностальгией взглядом, мы заметим там несколько совершенно обескураживающих моментов. Дело в том, что сказки сочинялись несколько веков назад, когда в обществе царили совершенно иные представления об устройстве мира, о гуманизме и всем таком прочем. И поэтому, читая сказки сейчас, неплохо бы объяснить детям некоторые моменты. Итак, что не так в русских сказках? Первый не так – это обилие жестокости, вот прямо зверства какие-то. Зло обязательно должно быть наказано смертью. В детстве, когда я читала «Конек-горбунок», мне казалось абсолютно нормальным, что царь прыгает в молоко и там и сварился. Ну, нормально, царь же злой. Но когда перечитываешь это сейчас и представляешь себе эту сцену, варящегося в кипятке живого человека, ну, как-то прямо не по себе становится. И наказание часто не соответствует тяжести вины. Ну, вот, например, в «Морозко». Тяв-тяв, старикову дочки, косточки в мешке везут. Ну что такого сделала эта старикова дочка, чтобы ее прямо вот так смертью наказывать? Ну, ленивая, да, ну, жадная, ну, грубоватая. Но все-таки косточки – это что-то как-то перебор. В современной сказке или мультфильме режиссеру даже не пришло бы в голову наказывать за жадность смертью своего героя. И даже у Пушкина в сказке о царе Салтана, помните этих ткачиху с поварихой и бабой-бабарихой? Ведь они там уж как-то уж совсем променились. Они царицу посадили в бочку с младенцем и пустили в океан. Ну, казалось бы, это уж прям уж совсем ужас. Однако ж, как их наказывают? А никак. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. А вот если бы это была русская народная сказка, то ткачиху с поварихой и с бабой-бабарихой непременно привязали бы к какому-нибудь там хвосту кобылицы и пустили в поле и разметали их. Второй не так – это чрезмерно инициативная женщина. На самом деле в русских духовных стихах встречается такое выражение «на плечах Богородицы мир держится». А в русских сказках женщина говорит мужчине: ложись спать, утро вечера мудренее, а сама ткет, печет там немыслимые хлеба, в общем, решает все его проблемы. И, кстати, не только в русских. Вот, например, карельская сказка «Невеста-мышь». Это точная копия царевны-лягушки, по сути дела. Только там вместо лягушки мышка точно так же говорит своему мужу: ложись спать, а я пока совершу кучу подвигов. И что интересно, эта сказка заканчивается тем, как они приезжают на бал. И после этого они жили долго и счастливо. Нет никаких сожженных шкурок, нет никакого Кощея Бессмертного. Все, хэппи-энд. А вот в карельской сказке «Сын-медведь» все наоборот. Там медведь строит замок, мост с мраморными колоннами, карету, которая летает по воздуху. И все это, пока царевна спит. И думаешь, ну вот, наконец-то мужчина взял на себя инициативу, и пока женщина спит, он совершает подвиги. Но теща сжигает шкурку медведя, и царевна отправляется его спасать от злой ведьмы. Она должна победить там змей, пройти еще кучу всяких испытаний и спасти своего ненаглядного. А что же у Пушкина? Да и у Пушкина то же самое. Гвидон ходит и без конца клянчит у царевны лебедь то замок, то богатырей, то поющую белку ему подавай. А он снова и снова чем-то недоволен. На самом деле это довольно-таки странно, учитывая, что был домострой и женщина была достаточно бесправна. Но литературовед Валерий Ильич Мельдон, доктор филологических наук, подробно объясняет причины, почему в сказках такое положение у женщины. Но сейчас мы не будем вдаваться в эти подробности. Если вам интересно, напишите комментарии, и я вам отвечу. А вот в дагестанских сказках мне не удалось обнаружить такого сюжета. Да, женщина может быть помощницей мужчины, может сражаться с ним плечом к плечу, но чтобы она совершала какие-то подвиги, пока он спит, такого сюжета нет. Однако ж в сказке про шах-девицу, это самая шах-девица, которая владеет 7 царствами,
собирает огромное войско, чтобы пойти искать того, кто украл яблоко из ее сада. И вот, когда она его находит, что вы думаете, она делает? Вышла шах-девица, поклонилась ему перед всем своим войском и сказала: «Женись на мне». Третий не так. Это полное равнодушие отцов к своим детям. Ну вот вернемся, например, к сказке «Морозко». Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь, повез бездомную в лес, что-то она бездомная, непонятно, свалил в сугроб под большую ель и уехал. У вас волосы на голове не шевелятся от такой сцены? Ну, жуть же. И, кстати, в дагестанских сказках точно такая же история. Вот, например, лезгинская сказка «Дынька». Здесь точно так же отец отводит свою дочь далеко в поле и говорит ей: «Ты приляг, отдохни». А дочь говорит: «А ты никуда не уйдешь?» В общем, заподозрила уже. «Нет, не уйду, милая дочь», — обещал отец. «А если боишься, что уйду, положи голову на рукав моей черкесски». Поверила дочь, положила голову на рукав отцовской черкесски и уснула. А отец отрезал потихоньку рукав и ушел домой. Заметим, что в сказке о царе Салтане царь ни разу не вспомнил, что у него вообще-то была жена и сын, и не отправился на их поиски, где вообще моя жена, где мой ребенок. Ни разу не упоминается, что он как-то грустил по этому поводу. В сказке о мертвой царевне и 7 богатырях то же самое. Королевич Елисей, как мы знаем, отправляется на поиски своей невесты. А отец, видимо, занят со своей молодой женой, той, которая с зеркальцем, помните? И даже и забыл, что у него вообще-то дочь была. Четвертый не так, это что хитрость и коварство побеждают добродушие, стремление помочь страждущим, наивность. Вот, например, сказка «Лисичка, сестричка и серый волк». Чему нас учит эта сказка? Что надо быть хитрым, и тогда ты и рыбки наешься, и верхом на волке покатаешься. Ну а что волк пострадал, так ему и надо простофили. Или сказка «Медведь и лиса». Лиса съела у медведя весь мед, а потом и говорит ему: «Пойдем с тобой ляжем на солнышко, и у кого мед на животе выступит, тот мед и съел». Медведь уснул, а лисичка намазала ему живот медом, разбудила его и говорит: «Вот у тебя на животе мед». И что вы думаете? Тут-то медведь и повинился. Как он повинился? Зачем он появился? Я не понимаю вообще, о чем эта сказка. Зачем медведь повинился? Похожий сюжет в негидальской сказке «Охотник Хурагалдын и лисичка Салыкичан». Там лисичка говорит, что у нее сильно болит лапка, и ее везут к шаману. И пока ее везут к шаману, она съедает запасы, которые на 4 месяца охоты. Съедает она эти запасы и убегает. И все. В общем, на глаз второе счастье. Обязательно читайте сказки своим детям. Они развивают воображение, обогащают язык. Но обсуждайте сказки со своими детьми.